Все, запись пошла. Вопросы можете задавать. И начинаем нашу уже встречу по-деловому. Спасибо. Тогда я начну. У нас есть первый вопрос. Это услышать краткую историю компании 2013 года, что мы знаем, да, направление с 2013, как компания работала раньше. Понимаем, что был ранее, в 2009 году поменялась работа. Ну, вот несколько слов об истории компании. The first question is we would like to hear about the short, brief explanation on the history of the company, how it was going since 2013 and things like this. Yeah, so the company is in its 11th year. Так, компания сейчас 11 лет. We are now in 63 countries. Мы сейчас действуем в 63 странах. And we paid out tens of millions of dollars in commissions all around the globe. Мы платим десятки миллионов долларов комиссионных по всей планете. The paychecks go out on time every time as they have for the past 10 years. И все последние 10 лет выплаты проходят без задержек. We have a beautiful home office you can see here on the screen in Southern California. У нас прекрасное офисное здание, которое вы можете видеть здесь на экране сейчас. We also have an office in Madrid, Spain. У нас также офис в Мадриде, в Испании. And a corporate presence in Cartagena, Colombia. И корпоративное присутствие в Картахене, представительство, простите, в Картахене, в Колумбии. We have customer service in 4 languages. We're adding a 5th soon. У нас техподдержка работает на 4 языках. And our CEO and founder was a finalist for Entrepreneur of the Year. И наш отец-основатель компании был финалистом такого опроса, как бы конкурса на лучшего бизнесмена года. And so he's, Inc. magazine, one of the most prestigious business publications in the United States, is who gave him that award. So, clearly one of the better entrepreneurs on the planet. Это очень престижный журнал Inc. В Соединенных Штатах проводил этот опрос, и вот он был финалистом. То есть мы можем смело утверждать, несмотря на то, что он не получил первый приз, что он один из лучших предпринимателей в мире. His wife Adela, его жена Адела, was born in Mexico. Родилась в Мексике. And so her first language is Spanish. И ее первый и родной язык испанский. And so we have a large Latin group here as well in our company. Поэтому в нашей компании большое представительство испаноговорящих людей. Europe is still our number 1 market, with France being the biggest. Европа – это наш самый большой рынок, где лидирует Франция. Followed by the United States. Не считая Соединенных Штатов. And when the company started, do they know what Groupon is? Когда началась компания, знаете ли, что такое Groupon? Наверное, европейцы не знают, что такое Groupon. Probably Europeans don't know this thing. And so when the company started, it was a company that could help people save money on all kinds of businesses all over town. Когда компания начиналась, это была компания, которая помогала людям сэкономить деньги на разных бизнесах в городе. We had a mobile app that people could download. Там было мобильное приложение, которое можно было загрузить. They could save money at Walmart, PetSmart, Kmart, Target, Best Buy, all the major, brands, in addition to the local merchants all over the United States. И благодаря этому приложению можно было экономить, получать купоны на скидки в самых разных, от крупнейших сетевых всеамериканских супермаркетов до каких-то местных частных магазинов, компаний. And the real catalyst to the program was all the local merchants. И программа концентрировалась именно на местных предпринимателях, торговцах. Going to restaurants, getting 50% off, 50% off on oil changes and massages. То есть вы могли получить там 50% скидку в ресторане в местном или, например, у массажиста.
And of course, we also had these incredible travel deals. И, конечно, у нас были замечательные сделки по путешествиям. If you go back to the origins of the company's Facebook page, back in 2013, you can read about people raving about the travel deals they got from us. И если там поднять какие-то документы за 2013 год, то люди действительно восхищались просто теми сделками, которые у нас были по путешествиям. The company was doing well and helping people save money. Компания процветала, помогала людям спасать деньги. But when we got to 2016, Но когда мы пришли к 2016 году, a lot of the local merchants were getting tired of handing out 50% discounts. многие местные предприниматели, им просто надоело давать 50% скидки. And what seemed like maybe a new way of doing business И то, что стало выглядеть как новый путь для бизнеса, was looking like a short-term trend. оказалось таким кратковременным делом. Now, to put this in perspective, Mix, even Google offered to buy a company for $6 billion that was doing what we're doing. Я просто для перспективы даже Google предлагал купить компанию, которая занималась тем же самым, что и мы, за $6 миллиардов. Amazon opened a division to do what we were doing. Amazon открыл отделение, чтобы заниматься тем, чем мы занимаемся. There was a lot of evidence that this was in fact a new trend. Было очень много доказательств тому, что это такой новый тренд в бизнесе. But in 2016 became obvious that it was not a new trend. Но в 2016 году стало ясно, что это не тренд. I swallowed wrong. Give me 1 second. Дайте секундочку. Я проглотил что-то. Что-то он проглотил, подавился. All right, let me go. I'm still alive. Все, извините. So the company realized in 2016 that they needed to pivot. И в 2016 компания поняла, что нужно что-то поменять. And go in a new direction. И пойти в новом направлении. So the company said, hey, what do we do best? И компания задавалась вопросом, что мы делаем лучше всего. And as we come through the company's Facebook page, и если посмотреть на Facebook страницу компании, we kept seeing travel, people raving about our travel. Мы видели больше всего отзывов именно по поводу путешествий. Людям очень нравились путешествия. And our CEO and founder said, when you think about travel, it's timeless. И наш основатель компании сказал, если смотреть в сторону путешествий, то это такая штука не стареющая. And not many things are timeless. И не так уж много в этом мире есть нестареющих вещей. If you think about the typewriter, it wasn't timeless because eventually it got replaced by computers. Если подумать, например, о печатной машинке, то она была не так давно заменена компьютерами. Horse and buggy was around for hundreds of years, but then got replaced by automobiles. Карета, запряженная лошадьми, ими пользовались столетиями, но потом она была заменена автомобилем. You think of like Nokia, which dominated the mobile phone market until the iPhone and the Android phone came out. Если подумать о Nokia, то как была популярна эта компания во всем мире, пока ей на смену не пришли смартфоны. But when you think of travel, you can go back 6,000 years ago, people were traveling. You can go back to the time of Jesus. We even sing the song. He was born in a manger. Why was he born in a manger? Because he couldn't get a room at the hotel. Но если мы посмотрим на путешествия, люди путешествовали 6000 лет назад. Во времена Иисуса мы поем песню про хлев, но почему он родился в хлеву, потому что они путешествовали и не нашлось места в гостинице. So they were traveling 6,000 years ago. They were traveling 2,000 years ago.
То есть люди путешествовали 6 тысяч лет назад, 2000 лет назад. They were traveling 500 years ago. Они путешествовали 500 лет назад. They were traveling 100 years ago. Они путешествовали 100 лет назад. And they'll be traveling for hundreds of years after we're all gone. И они будут еще через 100 лет путешествовать после того, как мы все покинем этот мир. So the travel industry is timeless. То есть индустрия путешествий бессмертна. It's not going away. Она никуда не денется. And there's huge markup in this industry. И очень большой момент, большая часть этой индустрии. So you got a timeless industry that's the single largest in the world. Это бесконечная индустрия, самая крупная в мире. It's the one thing everybody wants to do. Это то, что все хотят делать. It's the one thing everybody dreams of doing. Это то, о чем все мечтают. And the only challenge is that they can't afford it. И основной вызов и препятствие – это то, что люди не могут себе этого позволить. That creates a massive opportunity for a company like us. И это создает огромные возможности для такой компании, как наша. A timeless product that everybody wants to do, and we have a way to show them how to do it for less. Никогда не устаревающий продукт, который все хотят, и мы знаем, как его получить дешевле. And so the company started building a travel program in 2017. И вот компания начала строить программу путешествий в 2017 году. At first, they only had great rates, nothing else. Great Rich? They had great rates, meaning you could go to our travel portal and save a lot of money, but there was no trip incentive, there was no getaways, there was no world tours, there was no points. В самом начале у нас просто был мы просто предлагали хорошие цены, скидки при организации путешествий. And then, over time, they kept building the program. And I would say that the magic of our program, we got January of 2020. И затем мы стали эту программу усовершенствовать. Я бы сказал, что пик пришел в январе 2020 года. That was 3 months before the pandemic. Это было 3 месяца до пандемии. Now, when you think about a travel company and pandemic, you would think that the pandemic is the kryptonite to the travel industry, just like kryptonite was the weakness to Superman. Когда вы думаете о путешествиях и пандемии, то это звучит как криптонит, тот камень, который лишал силы Супермена. But instead, our company doubled in size. Но вместо этого наша компания выросла в 2 раза. That's when we knew we had the secret sauce. Мы знали секретную приправу ко всему. A travel product so enticing, so exciting that even the pandemic did not slow it down. То есть наш продукт, который мы предлагали, был настолько воодушевляющим, настолько удовлетворительным для людей, что даже пандемия не могла его остановить. And it takes companies a while to figure out their secret sauce. И у компании ушло некоторое время на то, чтобы найти этот секретный ингредиент. If you look at Starbucks, I'm assuming, are you guys all familiar with Starbucks? Если вы посмотрите на Starbucks, я его использую как пример. Yes, no? Вы знаете Starbucks, да? Да, мы знаем Starbucks. Yes, we know Starbucks. Well, a lot of people don't know that Starbucks, it took them 16 years to get to 17 stores. Немногие люди знают, что Starbucks понадобилось 16 лет для того, чтобы открыть 17 кофеен. And that's hard to believe because they're everywhere today. You can't go, anywhere without seeing a Starbucks. И в это трудно поверить, потому что сегодня они просто везде, трудно куда-то поехать и не увидеть Starbucks. So how come it took them 16 years to get to 17 stores? То есть как же это так, что им потребовалось целых 16 лет, чтобы открыть всего 17 кофеен? They had not yet figured out the secret sauce. Они на тот момент еще не обнаружили свой секретный ингредиент. And by the way, McDonald's,
Если мы говорим о Макдональдсе, It took them 19 years to get to their first franchise. у них ушло 19 лет на то, чтобы у них появилась первая франшиза. The family had a drive-in business on the East Coast of the United States. У семьи был бизнес, передвижной бизнес на восточном побережье Соединенных Штатов. Then they moved to California and had a hot dog stand. Потом они переехали в Калифорнию и сделали там ларек по продаже хот-догов. After the hot dog stand didn't work, they went to a drive-in barbecue. Когда этот ларек с хот-догами прогорел, они начали развозить барбекю. After the drive-in barbecue didn't work, they decided to focus on hamburgers. После того, как этот передвижной барбекюшник не сработал, они решили сфокусироваться на гамбургерах. And 19 years after their first venture, they had their first franchise. And today, you call it McDonald's. И через 19 лет после того, как они начали, у них появилась первая франшиза, и сегодня мы знаем ее как Макдональдс. So it takes a company sometimes a while to figure out that secret sauce that's going to cause them to spread everywhere. То есть иногда компании требуется время, чтобы обнаружить тот секретный ингредиент, который позволяет ей потом начинать расти и распространяться повсеместно. For us, the secret sauce was not just showing people how to save money on travel. Для нас это было не только возможность показать людям, как экономить на путешествиях, It was showing people how to earn free travel. но также и научить людей, как можно зарабатывать себе эти путешествия. So in our company, when somebody tells 3 other people, И в нашей компании, когда ты рассказываешь 3 другим людям, your membership is no longer coming out of your pocket. тебе больше не нужно оплачивать свое членство. Your travel points are now free. Теперь твои поинты бесплатны. I mean, you can take your free points И ты можешь взять эти свои бесплатные поинты and turn that into free vacations all over the world. и обернуть их в бесплатный отпуск по всему миру. Some vacations are free, Некоторые отпуски бесплатные, like the one you see on the screen. как тот, который вы видите на экране. Some vacations might cost you $1 a night. Некоторые могут стоить вам $1 за вечер. Some vacations cost $199. Некоторые стоят $199. Some vacations cost, $99. Некоторые стоят $99. Some vacations cost $61. Некоторые $61. Budapest, Hungary, $380. Некоторые вот $380. Tenerife, Spain, and the Canary Islands, only $99. Тенерифе в Испании на Канарских островах $99. Phuket, Thailand, a private cottage on the beach for $1. В Пхукете, в Таиланде, в личном бангало на берегу за $1. Puerto Vallarta, Mexico. Вот Пуэрто-Валарта в Мексике, Las Vegas, Nevada. Лас-Вегас в Неваде. In fact, we just had a big world tour here in Las Vegas. У нас был тут такой большой мировой тур в Лас-Вегас. It's at the brand new 5-star resort. И там абсолютно новый 5-звездный resort. They spent $4.5 billion building it. Они потратили на его строительство $4,5 миллиарда. The place is absolutely incredible. Это место абсолютно сногсшибательное. It costs a lot of money to stay there. И там очень дорого стоит останавливаться. And with our company, you could have gone there for 5 days И с нашей компанией вы туда можете поехать на 5 дней for a total price of $76. за $76. And by the way, I'm pulling up a picture so you guys can see it. И кроме того, здесь картинка, вы можете ее видеть. That is Вот я Resorts World in показываю. Las Vegas, Nevada. Это вот этот resort в Лас-Вегасе в Неваде. You could have been there 5 days for $76. Вы там можете провести 5 дней за $76. You can go to the Grand Hyatt in Dubai. It's a 5-star property, waterfront. Вы можете отправиться в Дубай, в Гранд Хайат. Это тоже 5-звездочное
пятизвездный отель. So here it is on the screen. That's the 5-star Hyatt right there. Вот здесь на картинке вы видите сейчас рекламные фотографии этого ресорта. This is for breakfast for 3 people every day. Там включен завтрак на 3 человек каждый день. The breakfast alone costs $150 a day, US. Один только завтрак там стоит $100 американских в день. You can be here for 6 days. Вы можете там быть 6 дней. Your total price is $99. И ваша полная стоимость за все будет $99. Just trade in your free points and go. Просто обменяйте свои бесплатные поинты и приезжайте. And so this is what's caused our company to have so much excitement and so much momentum today. Вот почему столько восхищения нашей компании и столько шума вокруг нее. That was a very long history, but you asked for the history, and so I gave it to you. У нас, конечно, очень длинная история, но вот так вот вкратце это то, что я вот могу так рассказать. But I do tell people that we're at a place where we're in that process, we're going to boom, and that the top income earners have not even joined the company yet. Say it again, please. We are pre-momentum. We're in that process before we boom, exploding growth, and the top income earners have not even joined the company yet. Okay. То есть, я всем объясняю, что мы сейчас находимся в той точке, когда мы перед нашим таким серьезным бумом, и основные люди с большим доходом еще пока не в компании. As an example, pretend we're talking about Starbucks. Для примера, представьте, что мы говорим о Starbucks. They were 16 years old with 17 stores. Им было 16 лет, и у них было 17 кофеин. And imagine we said, hey, Yulia, she's the #1 store. She's the top money earner. Представим себе, вот, например, Юлия, у нее самая первая кофейня, у нее, соответственно, основные деньги должны быть. But 55,000 other stores were about to open in the next handful of years. Но представьте себе, что еще 5000 должно магазинов этих кофеин открыться в следующие несколько лет. That's where we sit today. You're sitting with a company that's only got, 16 stores, but that's about to change in a hurry. Вот где мы сейчас. То есть вы сейчас считаете, что вы в компании, у которой только 16 кофеин, но это скоро изменится. You're catching the company very early in its growth. Вы поймали компанию в самом начале ее роста. While at the same time, you know that it's 11 years old, debt-free, and paid out millions of commissions. You got the stability that's there, but with it still new, most people haven't heard of it. Более того, нужно понимать, что компания не имеет никаких долгов, у нас все полностью выплачено. То есть это говорит о стабильности, при этом есть еще куда расти, и это только самое начало. Other questions they might have? Другие вопросы какие? Спасибо большое, Todd. Thank you very much. Thank you, Todd. Другой вопрос. Есть, мы как бы стыкнулись с таким, когда мы видим цену, ищем в поисковике, например, в Гугле, да, мы видим, что другие компании туристические, такие как Booking, например, да, они показывают одну цену, да, когда мы заходим, просто уже доходит дело до резервации, цена совсем другая получается. То есть, и когда мы сравниваем, например, эти цены на Booking, я понимаю, что это какой-то рекламный ход, да, но у нас тоже есть цена как бы на сайте, на TravelSite, которая зачеркнута. Вот как она формируется, вот эта средняя цена, да, и где она берется. То есть цена розничная и цена для мемберов компании со скидкой, например, там 90%, 50%. Вот эта розничная цена, откуда она берется, она иногда там не совпадает с другими компаниями.
Okay, so the question is, when we getting into like other sites like Booking.com or anything, they give you one price, but then when you go to a final point to reserve something, the price is changing. So we see on our travel site, we see some prices and they change like 90% off, 70% off. So where is this price coming from? How it formed, and how it's all working? You talking about the travel site, the getaways, the world tours? Would I just be specific? Вы имеете в виду в какой-то site. конкретной программе на Travel site. He's talking about travel site. Right, hold on real quick. Да, я хочу чуть-чуть пояснить. Это travel site и вот этот retail price, который у нас есть. Mm-hmm. Yeah, he's talking about retail price that we have there. How we get this price, where it comes from, how it's formed. Because поставлена маленькая цена, ну, со скидкой уже. И вот Андрей спрашивает, откуда берется вот эта цена, которая зачеркнута, которая retail price? Oh, yeah, he's asking because we have their retail price, then it fixed into our price. So where this retail price is coming from? Because there is a different price with some other booking companies. So I think, I'm not sure if I understand the question, but when you look at Expedia or Priceline. Не уверен, точно ли я понял вопрос, но когда вы смотрите в Expedia или Priceline, they are two of the biggest internet companies in the world. Это две самые крупные интернет-компании в мире. And they own every other site you can think of. И они две владеют всеми остальными туристическими сайтами, которые вы можете себе представить. Pull my slides back up here. In fact, one of the major news outlets in the United States. Один из самых крупных новостных компаний в Штатах. NBC News. NBC News. Did a story about 18 months ago. Они этот сюжет сделали примерно 18 месяцев назад. And it says, when it comes to travel, что когда речь идет о путешествиях, you think you're price shopping as you go from one travel site to the next travel site to the next travel site. You think you're price shopping. Вы думаете, что вы ищете лучшую цену, когда идете с сайта на сайт, вот этих вот туристических сайтов. But you're not, because two companies own every site you can think of. Но на самом деле это не так, потому что всего две компании владеют всеми этими сайтами, которые вы посещаете. So it's Expedia and Priceline that are controlling the price. То есть это у них они определяют весь этот ценник для всех этих компаний. Один офис. In fact, NBC News went on to say. И NBC News с этим сообщила. That calling the hotel directly won't help you either. Что если вы позвоните напрямую в отель, это вам также не поможет. Because the hotels are afraid to undercut the price of Expedia and Priceline, or because if they do, Expedia and Priceline will kick them off their platform, and there goes all their traffic, there goes all their business. Потому что отели боятся вступать в конфликт с этими крупными компаниями и давать свои скидки, потому что тогда крупные компании могут выкинуть их со своей платформы, и они фактически вылетят из бизнеса, потому что у них не останется клиентов. So, like Google, Expedia and Priceline know that if we control the traffic, we control the price. И поэтому Expedia знает точно так же, как и Google, что если мы контролируем трафик, то мы контролируем цены. Now, to give you a personal example, чтобы дать вам личный пример, today is my daughter's 1-year anniversary. Сегодня у моей дочери годовщина свадьбы. And they got married a year ago today. Они поженились год назад. And for their honeymoon, и на свой медовый месяц, they're wanting to go to the Maldives. Они хотели поехать на Мальдивы.
And they're wanting to book one of those private bungalows where you got water all around you. И они хотели там зарезервировать один из таких частных бангало, которые находятся на воде, в полном окружении водой. By the way, this is the daughter I'm talking about. Вот это моя дочь, о которой я говорю. So that was her wedding 1 year ago today. Это была ее свадьба год назад. Anyway, so they're wanting to go to those private bungalows where you can, you know, they got the glass bottom floor. You can jump off your own back deck straight into the ocean. То есть они хотели поехать в это бунгало, где там стеклянные полы, видно океан через них, и где там, до которых надо лодкой добираться. On Expedia's website, it goes for $10,000. На веб-сайте Expedia это стоит $10,000. On our website, it goes for $6,000. На нашем веб-сайте это стоит $6,000. Same place, same date, same everything. Тот же день, то же место, все абсолютно одинаковое. So we are $4,000 cheaper. То есть мы дешевле на $4,000. Now, occasionally people say, come on, Todd, Expedia, that's a huge company. Ну, в таких случаях люди говорят, да ладно, ну, Expedia – это огромная компания. How are you guys getting a better rate than them? Как вы можете дать лучшую цену, чем они? To which I reply, we do not have a better rate than Expedia. На что я отвечаю, у нас нет лучших цен, чем у Expedia. That's what I'm trying to explain to you. И вот это я пытаюсь вам объяснить. The rate is $6,000. Стоимость есть $6,000. Expedia chose to mark it up to $10,000. Expedia принимает решение выставить это на продажу за $10,000. Then they bought every travel site you can think of. Потом они скупают все сайты для путешествия, о которых вы только можете подумать. So if you go double check the price, all you see is $10,000. И поэтому, если вы идете и проверяете цены в других местах, вы видите те же $10,000. Making you believe the price is $10,000. И это заставляет вас думать, что цена действительно $10,000. When the real price is $6,000. В то время как реальная цена – это $6,000. And so if you go Google a list of the top 10 internet companies in the world, и если вы пойдете в Google и наберете список 10 крупнейших компаний мира, on that list you'll see Google, Amazon, Facebook. Вы там увидите Google, Amazon, Facebook. You'll see Netflix and eBay. Netflix и eBay. Alibaba. Alibaba. And on that same list, you'll see Expedia and Priceline. И там же вы увидите Expedia и Priceline. Now, these are companies making billions and billions and billions of dollars every month. И эти компании зарабатывают миллиарды долларов каждый месяц. And yet, they do not own anything travel related. При этом они не владеют ничем, что имеет хоть какое-то отношение к путешествиям. Expedia doesn't own a hotel. У Expedia нет ни одного своего отеля. They don't own a cruise line. В них нету круизного лайнера. They don't own a car rental agency. У них нет агентства по аренде автомобилей. But what they own is a monopoly. Все, что у них есть, это монополия. And so they take the wholesale price, they jack it up, and they make billions and billions. То есть они берут цену, благодаря этой монополии, поднимают ее почти в 2 раза, и за счет этого имеют миллиарды прибыли. Our model is to not mark travel up, not even 1 penny. Наш метод – это не поднимать эту цену даже на копейку. Now, I don't know if you guys own Netflix or if you subscribe to Netflix. Я не знаю, есть ли у вас Netflix или вы подписаны на Netflix. But we're like a Netflix model. Но у нас модель Netflix. Netflix does not sell movies. Netflix не продает фильмы. They sell a membership. Они продают членство. And if you pay the small membership fee, и если вы платите этот небольшой взнос за свое членство, you can watch unlimited movies.
Вы можете смотреть все эти фильмы. Well, in a similar fashion here, Подобным же образом здесь you can pay a small membership fee, вы можете платить маленький взнос and you членский, can book travel without any markup in any way, shape, or form. и вы можете себе резервировать эти путешествия без какой-либо наценки, которую дают компании, монополии. So if you're somebody who likes to travel or wants to travel, То есть если вам нравится путешествовать или вы хотите путешествовать, you can save a fortune by getting rid of all the Expedia and Priceline markup. вы экономите за счет того, что вы избегаете всех этих накруток от Expedia или Priceline. And just two more examples on the screen. That's a resort in Mexico. Еще два примера на экране. Это ресорт в Мексике. Expedia's price $17.97. И цена Expedia $1797. Our price $11.48. Наша цена $1148. So you just save $649, almost $100 per night. То есть вы экономите здесь практически $700, то есть $100 за ночь. Again, we don't have a better rate than Expedia. That's how much money Expedia wants to make when you book it on their site. То есть еще раз, у нас не лучшие цены, чем у Expedia. Это просто Expedia накручивает вот такую вот накрутку и берет эти деньги с вас. That's how they pay for all those commercials we see on television in the United States. Таким образом, они оплачивают все эти колоссальные рекламы, которые мы видим по телевидению в Соединенных Штатах постоянно. This is the Paradise Point Hotel in San Diego, California. Это вот Paradise Point отель в Калифорнии, в Сан-Диего. Priceline's price $13.07. Priceline просит за букинг $1307. Our price $665. Наша цена 665. And a 3-night stay, you just save $641. За трое суток вы экономите практически больше $600. If you take 641 divided by 3. Say it again. Take the amount of savings you just realized, divided by 3. То есть если вы эту экономию разделите на 3, эту сумму, It means you're saving $213 per night. это значит, что вы экономите $213 за сутки. I mean, it's not like they marked it up $10. То есть, понимаете, да, это не то, что там на $10 они They marked it up in that поднимаются. example. In that example, they marked it up $213 a night. В этом конкретном примере они накручивают $213 за I tell сутки. people at some level that should offend you. Я говорил людям, что в каком-то смысле это должно быть оскорбительным. A lot of moms and dads save up all year long dreaming of taking their family on vacation. Родители экономят на всем, на чем можно, чтобы своих детей повезти куда-то в поездку. Only to find out that some internet sites jacking the price up. Просто чтобы в результате оказалось, что какой-то интернет-сайт вот таким вот образом задирает цены. And so as we do travel examples for people, И когда мы приводим такие примеры путешествий для людей, when people see the rates that we have, когда люди видят цены, которые у нас, they usually get pretty excited. они обычно очень воодушевляются. And so I'll give you guys an example. И вот я дал этот пример. This is our travel portal right now. Вот это наш портал для путешествий. Let's assume you want to go to Las Vegas, Nevada. Допустим, нам надо найти Лас-Вегас в Неваде. There's Las Vegas. So we want to check in the 24th through the 28th. Допустим, с 24 по 28. And now our site, this very moment, has 10 different wholesale feeds that come into it, and it's searching through all of that data. И у нашего сайта сейчас есть 10 разных направлений, по которым проходит поиск. And it's looking for the places that might have the best deal. И мы находим те места, которые предлагают наилучшие сделки.
So it's going to show you the savings, the greatest savings, the best deal first to the worst deal last. И вот он показывает вам сначала самые лучшие варианты, и потом уже все идет на уменьшение. Sorry. So we see this Virgin Hotel here. Excuse me, there is a question here, I think. Sure. Вот мы видим вот это красные проценты. Это от какой цены? So we see this red percentage. Is this percentage coming from which exactly price? That is an average of all of the retail sites out there. So I'm telling him I'm going there right now. Он как раз туда движется. Это цена средняя по сайтам путешествующим, по сайтам путешествий другим. Okay, thank you. We're going to go to Expedia's website. То есть вот мы идем сейчас на сайт Expedia. So we're scrolling down, checking rooms. То есть мы вот проверяем сейчас. It's over here doing his calculations. И он делает этот пересчет. We go to Expedia real quick. We'll get Expedia going. Сейчас я настрою на Expedia. And while that's working, okay, so here we go. We got a room with a king bed. И вот здесь, смотрите, вот у нас на Травориуме это комната с самой большой кроватью возможной. And our site says you're going to save 62%. И наш сайт говорит, что мы экономим 62%. Our site's saying that the retail price is $390 and $92. Наш сайт говорит, что ритейл цена 392. So we're going to go check that theory. И мы сейчас эту теорию проверим. So we put in the Virgin Hotel. То есть мы набираем сейчас тот же самый отель. Here we go. And by the way, Expedia says it's 30% off. На Expedia сказано, что это скидка в 30% у них. That's what they're claiming anyway. Так они это называют. Let's see if that's true. Давайте посмотрим. So we come down here where we can select our rooms. Вот мы заходим сюда, мы сейчас выберем себе комнату. Waiting for Expedia right now. Мы сейчас ждем, чтобы Expedia загрузилась. Okay, here we go. Вот она. So here's our room with a king bed. Вот эта комната с самой большой кроватью. We click on reserve. Мы нажимаем на резервирование. Click on pay now. Мы выбираем оплатить сейчас. We come over here. Мы смотрим сюда. And we can see that our price И мы видим, что наша цена is $320 $320, plus taxes of $42. плюс налог $42. Now they have a resort fee in here that our site doesn't include, so we're going to leave that out. Также у них есть резервационный сбор, которого нет на нашем сайте. But if you want to pay now, it's $362.84. Но если вы хотите заплатить прямо сейчас, то это будет $362. Okay, so we go back over to Travorium. Теперь мы идем на Травориум. Now remember, they said 362. Our site says 390. Они говорили 362, наш сайт говорит, что это 390. Again, that's an average of different sites that are out there. Ну, то есть у нас это цена, средняя цена по всем сайтам, которые предлагают именно этот But you'll find it to be номер. pretty accurate. It's pretty close all the time. It's almost like right on the money. То есть он может не совпасть с каким-то конкретным, но в принципе это всегда очень близко. So we click on book now. И теперь мы нажимаем зарезервировать. We come down here, right? And we Мы see вот- that our total price with taxes included is $148. И мы видим, что наша цена, включая налоги, это $148. So you can pay $148 for the exact same room,
То есть вы можете за ту же самую комнату заплатить Or you can go to your buddies at $148, Expedia who are claiming it's 30% off. или вы можете пойти на Expedia, которая объявляет, что это скидка в 30%, And pay $362. и заплатить $362. Keep in mind, their $362 price is allegedly 30% off. Теперь подумайте о том, что их как бы вот эта цена 362, это как бы еще со скидкой 30%. Think about the poor individual that paid the full retail price. Подумайте о том несчастном парне, который полную цену заплатил в какой-то момент. Or with us, you pay $148. А с нами бы он заплатил 148. Same room, same date, same everything. Та же комната, та же дата, все то же самое. And we're not always 60% off. Sometimes we're 9% off. Sometimes we're 1% off. But if you're checking our back office on a regular basis. И это не всегда 60%, там бывает и 90% скидка, бывает 1%. Но если вы регулярно проверяете наш бэк-офис, you can find these kind of deals all the time. Вы увидите эти сделки постоянно. I'm going to repeat, not every time. Я повторю, не постоянно, не каждый раз. But on a regular basis, you can go back there and save a fortune on travel. Но практически всегда вы можете найти какую-то выгоду для путешествий. So here, let's do one more city. Давайте попробуем с еще одним городом. Let's say you want to go to Miami. Например, вы хотите поехать в Майами. You want to be on the beach. Побыть там на пляже. Do a quick search. Wonderful. Can I ask? Yeah, go ahead and ask your question while we're waiting for this anyway. Да, спрашивай, пока мы все равно загружаем. Сразу, как мы вот смотрим цены, там есть у нас такой вопрос, лоялити баллы еще насчитываются нам. Что это за баллы, как бы, и как они оцениваются, ну, как они могут дать скидку в следующий раз? He's asking that we see some loyalty points, and the question is how these loyalty points can give us more discount and all that. Yeah, you earn loyalty points as you book travel. Вы зарабатываете эти loyalty баллы, когда вы бронируете путешествие. You get 3 points for every dollar you spend. Вы получаете 3 балла за каждый потраченный $1. Those points are worth a penny each. На самом деле цена копейка за каждый. But they do add up, and they add up over time. Но они добавляются каждый раз. And if you're booking travel on a regular basis, from time to time, you're going to get yourself a free room. И если вы регулярно путешествуете и бронируете себе отели, то через какое-то время вы сможете расплатиться этими баллами, у вас будет бесплатная комната. Now, by the way, just as an example, просто в качестве примера. I just as I pulled this hotel up, I was going to show it. Я просто говорил, да, что я найду этот отель в Майами, я вам покажу. So we already established that our red number, when it shows the savings, is pretty accurate. То есть мы уже выяснили, что наша средняя цена, которую мы говорим, она достаточно аккуратна. Miami Beach. Вот эта вот комната в Майами-Бич. The other guys out there другие ребята там are selling it for $2,067. Предлагают ее за $2,067. You can book it on our site for $921. У нас на сайте ее можно зарезервировать за $921. And if you book it, you just earned 2,574 points. И если вы ее зарезервировали, вы сразу получаете 2574 балла. So you want to book now? Мы нажимаем «Зарезервировать». You see here's the price of $921. И вот видите, что там цена 921. Then here's my travel points down here. И вот здесь мои поинты. As I slide the bar, watch the price. И когда я буду двигать этим слайдом, смотрите на цену.
So it just dropped the price. Цена только что снизилась. So again, as you book over time, you'll accumulate travel points and you can use them on a regular basis to drop the price by $3, $7, $19, or let them build up. And from time to time, you get yourself a free room altogether. То есть вы можете их использовать каждый раз, когда вы что-то заказываете, экономить там 3, 7, $13. Или вы можете подождать, пока их у вас накопится достаточное количество, и они полностью могут покрыть стоимость аренды комнаты. Now, are they familiar with our Dreamcation platform? Which platform? The Dreamcation platform. Even I don't. Вы знакомы с платформой Dreamcation? The Getaways. Да, мы знакомы, мы продукт знаем. Yes, we know the product. Okay. I didn't know if they wanted me to cover that at all. Он говорит, что он не знал, хотите ли вы, чтобы он об этом рассказал и объяснил это. Thank you very much. Мы имеем несколько следующих вопросов, если можно, сразу там по сайту. We have furthermore few questions about the website. Sure. Конечно. Там картинки, вот когда мы смотрим резервацию, да, не всегда подтягивает фотографию. Только описание такое как бы скромное, ну, не всегда можно всю информацию получить. Например, резервация, можно ли что-то докупить, можно ли там трансфер, питание или all-inclusive upgrade сделать, или продлить отдых, как можно это сделать или увидеть. Например, это насчет этого сайта, TravelSite, и также, например, если мы возьмем Getaways, да, на 7 дней, если мы захотим продлить себе там еще на 7 дней прямо в отеле оплатить, будет ли там какая-то, например, скидка или что можно сделать? Просто лучше покороче фразу, чтобы я ничего потом не забыл, пока буду переводить длинный. Окей, нет, нормально. So the question is, on our website, it's not always the pictures is coming up with a certain hotel, and the description is not always full. How can we get information? Is it possible to upgrade it like for all-inclusive, or is it possible to prolong, if you came like through the gateway for a week, can you prolong it for another week right there at place and do it again with discount through website? So how all this is working? Yeah, so if you're on a getaway, sometimes you go there and you can upgrade to all-inclusive. Sometimes you can't. That's based on resort by resort. I was just at one where you could. I remember when I went to my trip in Cabo last year, a lot of you seen that video, they had an option to upgrade to all-inclusive there when I was there. Возможность апгрейда до all-inclusive, это зависит не от сайта, это всегда зависит от непосредственно того ресорта или отеля, в который вы едете. Например, в Кабо, тот, в котором я был год назад, из которого многие видели видео, там у них была такая опция, ты можешь апгрейдить это до all-inclusive. Many of the places only sell the room by the week. Многие такие места просто продают комнату на неделю. But some do sell by the day. Некоторые продают по дням. You can always try to find multiple weeks on our site and book them. Всегда можно найти сразу несколько недель на нашем сайте и зарезервировать их. And you can always, talk to the hotel and deal with them directly about trying to stay for a longer period of time. И вы всегда можете, конечно, договориться с отелем и остаться надольше, если, прямо на месте, если вам хочется. So the answer is a little more complicated, but it's kind of a resort by resort basis. То есть ответ достаточно сложный, но это все зависит от самого ресорта непосредственно. With the idea that most of them are going to let you stay longer if you wish to, as long as they have availability. Но нужно помнить, что большинство из них, конечно, позволят вам задержаться надольше, если, конечно, у них есть возможность такая, если все у них не забито и не расписано уже на будущее. Мы это можем через службу поддержки Travorium сделать, или это надо к отелю обращаться?
эти вопросы, чтобы... Okay. Can we do it through Travorium's client support service, or we should do all that straight with dealing straight with the hotels? Can we deal through Travorium, or? Sometimes yes, sometimes no, and the answer is both. For example, if I see Ответ 2 weeks back there, I can book them. I can book 2 weeks right away. Иногда так, иногда иначе. Если я вижу, например, 2 недели, я могу сразу зарегистрировать, зарезервировать себе отдых на 2 недели. I'm going to pull up a place to help. Я попробую сейчас тут показать, чтобы помочь. Okay, so I went to the getaways. Вот я иду на Getaways. I clicked on Orlando. I clicked on Disney area, Orlando, Florida. Я нажимаю на район Диснейленда в Орландо. For the month of May, there's 66 different places I can stay. И в мае там есть 66 разных мест, где я могу остановиться. This place up here in the upper left-hand corner, the red line, I can go there for free. И вот здесь в левом верхнем углу место, куда я могу поехать бесплатно. I can go to the place at the Marriott for a total price of $24. Я могу поехать вот в Marriott за полную цену в $24. And so I can just scroll through and try to find a place I like. И вот я просто могу здесь исследовать и смотреть, что мне нравится. Here's a place, the Club Wyndham. Здесь вот место Club Wyndham. Now, most people have heard of Wyndham Resorts. They're famous. They're all over the world. И многие слышали про Wyndham Resorts, они по всему миру знамениты. So I come back here and I see the pictures of the place. Вот я сюда кликаю, вижу картинки все. Is this a place I want to bring my family? И то ли это место, куда я хочу привести мою семью. So showing you the layout of the room and all that kind of stuff. И там план комнаты, и вот это все. So I say, okay, this looks pretty nice. Maybe I want to go here. И выглядит хорошо, может быть, сюда я хочу поехать. So I come down here. Okay, where's this place located? Потом я смотрю, где это место находится. And you can see that you got the Disney stuff all around you. И вы видите, что там диснеевские вот эти все мероприятия прямо вокруг. So I'm right here in the heart of Disney. То есть я прямо в сердце Диснейленда. Then I come down to see what dates are available. И вот я иду дальше, смотрю, какие там варианты. And so I can come here in May. Я могу приехать сюда в мае. I get a 1-bedroom with a full kitchen. И у меня будет номер односпаленный с полной кухней. It sleeps 4 people. Где могут разместиться 4 человека. And my total price is $32. И я заплачу за это $32. That's 7 nights, 8 days at Disney for $32. 7 дней, 6 ночей в Диснейленде за $32. Now maybe I want to come in July. What is this? Full kitchen. This is what is this? A full kitchen? Это полная кухня, это кухня, на которой можно готовить. То есть это не просто уголок с микроволновкой, это кухня, где есть плита, холодильник. То есть Но там это можно не нормально питание, просто нет? готовить. Это не питание. He just asked what is full kitchen is. I'm just explaining what the full kitchen is in here in the States. Yeah, it's just a quick. Ти за $32 хотів ще з сім'єю їсти. It's not a food. Yeah, so obviously you got a microwave, refrigerator, you got a stove, blenders, pots, pans, dishes. То есть там есть холодильник и микроволновка, и обычная плита, вся посуда, на которую можно готовить, всякие кухонные комбайны, все вот это вот. This is a picture of your room right here. Вот эта картинка вашей комнаты. Там. You can see you got a bar area right here. То есть там такая барная стойка. You can see the fridge, the microwave. Вот вы видите там и холодильник, и микроволновку тоже. That's the top of the stove right there. Вот верхушка плиты. These chairs here are at the table, so you have a kitchen table over here. И вот тут там также есть кухонный стол, вы видите, со стульями. You can tell you got a living room here, you got a couch and some chairs, a coffee table. И такой кофейный столик, и диван с креслами.
And then you have a separate bedroom. И потом у вас еще есть отдельно спальня. And so they have a diagram of like, here's the master bathroom, here's the bedroom, here's the laundry, here's your kitchen, here's your living room. Вот там есть и отдельно помещение со стиральной машиной и сушилкой, и отдельно спальня, туалет с ванной. So they're showing you a diagram what the place looks like. То есть они показывают здесь этот план, как это все выглядит. By the way, you can also go Google the name of this place, Club Wyndham Cypress Palms. Вы также можете в Google занести название этого места. And you can find all kinds of pictures online. И можете найти еще много картинок онлайн из этого места. Can you guys still see my screen? Видите это на экране. So these are pictures. So this is your unit right here. Вот это та комната, на которую мы смотрели, только более крупная картинка. So you can go online and see different pictures. То есть можно пойти онлайн и просто посмотреть разные картинки там. So there's the inside of your unit. Вот это внутренность вашей комнаты. On the lake, swimming pool. Озеро, бассейн. And you're going to be here 7 nights, 8 days for $32. И вот там 7 ночей, 8 дней за $32. That's if you come in May. Это если вы приезжаете в мае. If you come in July, Если вы поедете в июле, that price went up. то цена вырастает. And instead of $32, you're going to break the bank at $84. Вам придется разбить копилку и заплатить $84. And that's obviously because that's right for us in the United States. That's the 4th of July weekend. Это, конечно, цена для нас в Соединенных Штатах. Это выходные Дня независимости. People are vacationing. Люди очень много путешествуют, у них отпуска, отдых в это время. More demand, price goes up. Поэтому в основном цены всегда в это время поднимаются. Now, here's a place that you can be here 19th through the 26th. Здесь вот вы можете быть с 19 по 26. You can also come here June 3rd through June 10th. Также вот можно приехать с 3 по 10 июня. That's 2 weeks. It's 1 week. Well, each one's 1 week, but you can book both weeks. Окей. Да, во второй раз можете приехать как бы на вторую неделю, вот с 3 по 10 июня. Еще это все вместе получится 2 недели. Now, there's a week in between the dates. И там есть уикенды между этими датами. But we also have a free trip incentive right here in Orlando that you can go to. У нас также есть бесплатная поездка там в Орландо, на которую вы можете отправиться. And that's 4 days. Это на 4 дня. Then you can use the travel portal and go find some place that's 60% off for another 3 days. И вы можете найти еще какое-то место, используя ваши баллы на 3 ночи. Then you can check back into the Wyndham we were just talking about for $32. И потом вы можете снова въехать в этот Wyndham, по которому мы сейчас говорили, за $32. Which means you pay 32. Вы заплатите 32. Plus 32. Плюс 32. That's $64. Это $64. Plus another $60 for the free trip incentive. So that's $120. Плюс еще 60 там за поездку, это $120. Plus you have a few nights at the regular hotel. Плюс у вас еще несколько ночей в обычном отеле. You could be in Disney for 3 weeks for a couple $100. Вы можете 3 недели в Диснейленде провести за пару сотен долларов. Wonderful. Thank you very much. By the way, Tatiana, you still there? Yes, sir. Можно еще вопрос? Darla Maria flew from San Diego last night, red eye, landed in Orlando today. They're back at the reunion place again. They have a updated unit,
all brand new furniture, all brand new everything, 3-bedroom, 3-bathroom. This time it cost them $450 for the week. And maybe you might want to describe that place and the fact that you had actually bought in there and this is their second time there. Yeah, are they also exchanging points and then adding? Yeah, they turned in their points and went. Points, okay. Yeah, they just turned in their free platinum points and they're there for, again, like $400 for the entire week. Yeah. Он просит, чтобы я рассказала об одном месте, один резорт, который находится в Орландо, Флорида. Почему он хочет рассказать? Потому что я была в том резорте еще до того, как я познакомилась с этой компанией. И я была в том резорте через другую компанию, которую, может быть, многие с вами не знакомы, но оно называется timeshare. За timeshare мне нужно было заплатить $40 тысяч, чтобы купить вот эти поинты, которые дают нам возможность путешествовать один раз в год. То есть они дают 10 тысяч поинтов, я за это заплатила сразу взнос, и потом теперь уже на протяжении 6 лет я плачу каждый месяц, так называется maintenance fee, и это maintenance fee, оно мне стоит около 2000 в год. И эту сумму я должна платить постоянно, но оно мне дает вот этих 10 тысяч поинтов, когда я могу где-то отдохнуть, это получается один раз в год. Так вот, в прошлом году, так как мне сказали, что 10 тысяч поинтов это достаточно на неделю где-то отдыха, я позвонила в этот резорт, который называется Reunion. Это очень-очень красивый резорт. Он находится на огромной площади, там есть и озера, там есть много строений, там есть много бассейнов, там есть такая lazy river, называется, для детей. И сам резорт, как огромная такая квартира, в данном случае, когда мы отдыхали там уже, то там было 3 спальни. В каждой спальне свой отдельно туалет, ванная, умывальник. Также был огромный зал, комната, где кушать, как столовая комната, отдельно кухня, был огромный балкон, и на балконе были такие очень такие красивые резные перила, и мы там очень имели такие красивые, хорошие фотографии. Но в моем случае, когда я позвонила, чтобы там что-то для себя взять, то они мне сказали: извините, но у вас как бы хватает ваших поинтов только на 2,5 ночи. Я говорю: интересно, что вы имеете в виду 2,5 ночи? Они говорят: конечно, половину ночи тебе никто не даст, но ты можешь остаться с нами 2 ночи. Я говорю: у меня же есть 10 тысяч поинтов. Они говорят: нет, каждая ночь здесь стоит 3,5 тысячи поинтов. И мне пришлось взять только 2 ночи, потому что на больше мне не хватило. Я была очень расстроена, тем более учитывая то, что я заплатила такой огромный взнос, и ежемесячно плачу за это, и нету такой возможности, чтобы их не платить, вот эти maintenance fee. Но вот сейчас одна семья из нашей компании, то, что Todd говорит, они уже 2-й раз едут отдыхать в этот же самый резорт, который называется Reunion, и они в прошлый раз доплатили $299. В этом году, то есть в этот раз, сегодня, они прилетели туда на самолете, и они заплатили $450, он сказал. Но это совершенно не $40 тысяч, это совершенно не почти 2000 в год за maintenance fee, которая есть у меня, и они будут отдыхать снова целую неделю. И я в действительности была сама там и с мужем, и с детьми, еще друзья наши приезжали, потому что там 3 спальни, 3 туалета, и у нас было очень хорошее времяпровождение. Я знаю качество того резорта, но я когда первый раз в прошлом сентябре услышала, что кто-то туда же поехал на неделю за $300, мне как-то было немножко, так скажем, неприятно, потому что когда они нам продавали вот эти резорты, они говорили, что здесь никто не может быть, только те, которые являются владельцами этих резортов, как и вы. И поэтому мы заплатили такую цену. Но я прекрасно знаю теперь, что наша компания, она не является владельцем
этого резорта. Люди с нашей компании, вот как я сейчас, как вы, никто не платит 40 тысяч долларов и потом еще почти 2000 в год за обслуживание. И вот в моем случае я могла только отдохнуть 2 ночи, а здесь люди отдыхают целую неделю. Да, спасибо за пример, хороший, мотивационный такой пример. Спасибо большое. And my Russian's pretty rusty, Tatiana, but I think I pretty much got the idea. Okay. Yeah, I shared it all, and I shared that Daryl and Maria are staying there for the second time now, and I kind of feel bad because I put down, bad for myself. I'm happy for them, but I put down $40,000 to get 10,000 points. That only bought me 2 nights, and Daryl and Maria are staying there for the second time, and they're adding $299 last time and $450 or something like that this time, and that's awesome. Yeah, and and that's in a 3-bedroom, 3-bathroom, full kitchen, living room. Yeah, exactly. Спасибо большое. Можно еще несколько вопросов? We have another few questions. Sure. Конечно. При резервации есть основной участник мембершипа и есть дополнительный какой-то участник, который может быть указанный в моем аккаунте. Кто этот дополнительный участник и могу ли я на него зарезервировать, например, резорт или отель? Okay, so when we do the reservation, there is some extra participant could be there. So who is that extra participant when you make a reservation, and could I register the resort on him, and how it works? Well, it's all based on where you're going. For example, the place that Tatiana was just describing. Ну, вот, например, представьте себе, что вы отправляетесь в такое место, которое только что описала Татьяна. Our friends Daryl and Maria just arrived today. Наш друг Дела Мария туда приехала сегодня. They have a 3-bedroom, 3-bathroom. У них 3 спальни, 3 туалета. But a couple of the rooms have 2 queen beds, meaning you can actually sleep 4 people in a room. Но при этом в некоторых спальнях стоит 2 двуспальные кровати, то есть там можно, в принципе, 4 человек разместить. The place sleeps 10 people. Вообще в этом месте нормально могут поселиться 10 человек. And who you allow in your room is your business. И кому вы разрешаете селиться в своей комнате, это ваше дело. And so that's totally up to you. Это абсолютно на вас. Now, there's some vacations. На некоторые поездки, if it's an all-inclusive resort, если это, например, resort, где все включено, they need to know about everybody that's coming. Они должны знать имена всех, кто приезжает. Because that's all the food, all the drinks, everything included. So they need to know who's coming, what are their ages, and with their kids, it's cheaper, but they got to know who's coming. Потому что это они выставляют вам, естественно, еду, напитки и вот это все. Поэтому они должны точно знать, кто именно с вами будет, будут ли там дети, и вот эта вся информация нужна для расчетов. There are other places, like let's say the Hyatt in Paris. Есть другие места, например, как Hyatt в Париже. A lot of them don't care if you have 4 people in your room. Многим из них там, их совершенно не волнует, если у вас там 4 человека в комнате. But breakfast is only for 2 people. Завтрак только на 2 человек. You would have to pay for the other 2. За 2 других надо будет заплатить. There's also some places that they're so small. Есть также другие места, которые настолько маленькие, especially in Europe, особенно в Европе. Not really in the United States, but in some of the big cities, you get small rooms. Не в Соединенных Штатах, конечно, но в некоторых европейских городах там очень маленькие комнаты. So some places are designed where the room is so small, you can't get any more than 2.
И, то есть они по дизайну такие маленькие, что вы туда больше 2 человек просто не в состоянии там разместить. So again, a little bit of a complicated answer. It's all based on where you're going. То есть это тоже сложный ответ, все зависит от того, куда вы едете. In one example, you can take 10 people and nobody cares who you bring. В одном случае там 10 человек можете привести, и никого не волнует, кто эти люди. In another example, you can't bring more than 2 because the room couldn't hold more than 2 if you wanted it to. А в другом случае это может быть всего 2 человека, потому что эта комната просто не вместит больше 2 физически. In another example, this is all-inclusive, they want to know exactly who's coming. В другом случае, в третьем же случае, когда там все включено, они хотят точно знать, кто приезжает, сколько взрослых, сколько детей, потому что от этого зависит, сколько они тратят денег. And yet there are tons of them, like the Intercontinental I went to in New Orleans. И есть множество из них, например, Intercontinental и в Новом Орлеане. Again, they don't care how many you have in your room. They might just put a limit on how many people you can feed at the breakfast. Где они, их не волнует, сколько у вас ночует людей в комнате, но они ставят ограничения на тех, кто может пользоваться бесплатными завтраками. And if it's you and your wife and your 2 kids, и если это вы или жена и 2 детей, nobody ever answers questions. I mean, no one really cares. I mean, if it's a husband, wife, and 2 kids, that's almost always no problem. обычно, когда это просто муж, жена и 2 детей, проблем вообще никаких не возникает. But again, it can be case by case. Но, опять же, это все может разниться от случая к случаю. So you can always, call the hotel and double check if there's any kind of restrictions. Поэтому всегда лучше звонить заранее в отель и узнавать, есть ли у них какие-то такие ограничения. Beyond what we might list. Excuse me? Beyond what you see on our page. Our page gives you instructions. Помимо того, что вы видите у нас на странице, потому что у нас на странице есть определенные инструкции. But sometimes we might list 2 people, but if you call the hotel, you'll find out, you can bring your kids, no big deal, it's fine. Потому что у нас иногда может быть написано, что комната на 2, но если вы позвоните в отель, вам скажут, ничего страшного, привозите и детей, это тоже нормально. Okay, thank you. One more question. Еще один вопрос. Уже по структуре, по команде. Значит, если у нас построилась команда, да, например, 8 человек, и кто-то из структуры неактивный, кто-то выпадает, что тогда? Этот человек выпадает из структуры, и, он, припустим, его аккаунт закрывается. Что делается с теми людьми, что под ним? И если у нас уже идет доход, мы перестаем получать с этой ветки целой, или как это? Okay, so here is the structural question. Let's say we build a team of 8 people, and one of them is not active, and one person has finally disappeared from the structure. So what's happening with the leg that's going under this person? If those people are still there, they're still working, who is still able to get some money from what they're doing, and how it works? Yes, you never lose any money or volume from your downline team simply because somebody canceled. Точно могу вам сказать, что вы никогда не теряете своих людей или какие-то доходы из-за того, что кто-то перестал заниматься этим. And the beauty of the binary is it pays infinitely deep. Go ahead. I said one of the beautiful components of a binary compensation program is they pay infinitely deep. Одна из преимуществ такой структуры, по которой выстроен Travorium, это то, что все оплаты идут очень глубоко, проникают. So you're building 2 legs, straight down. То есть вот у вас 2 ноги, они идут вниз. And you'll have people, that quit and people that, disappear. И вот у вас кто-то исчез. But all that volume down below them still flows all the way up to you. Но вся вот эта ветка, которая внизу была под ним, просто перемещается выше. Their spot's just like a dead hole, but it doesn't keep but the volume just flows through it. То есть весь объем дохода, он продолжает двигаться вверх к вам.
So pretend that I have a team of 100 people in a straight line. То есть представим себе, что у меня команда в 100 человек в линию. And let's assume that person number 20 through person number 35 all quit. И представим себе, что с 20 по 35 все бросили. All those people below person number 35, Все те, кто под 35-м, and all that volume flows up to me the same way it did before. весь поток дохода продолжает идти ко мне так же, как и раньше. Now, obviously, I lost the volume of the 15 that quit, Да, я, конечно, теряю доход от 15, которые перестали, but it does not affect the volume that's still there. но это никак не отражается на тех, кто все еще там. Did that answer your question? Это отвечает на вопрос? Да, спасибо. Yes, thank you. Thank you very much. And by the way, a little history for you. Да, кстати, немного истории для вас. I did my training today Я проводил тренинг сегодня in America. в Америке. And one of the things I trained on today И одно из того, о чем тренировали, was what I call the greatest irony of all. это то, что я называю самой большой иронией всего. The network marketing space often gets referred to as one of those pyramid things. Сетевой маркетинг обычно все время представляют как пирамиду. That's how people refer to our industry all the time. Это то, как люди называют нашу индустрию постоянно. And part of that's because of how we describe the industry. И частично это из-за того, как мы сами описываем эту индустрию. You know, you get 5, who get 5, who get 5, who get 5, and here we go. Ну как, у тебя 5, у того 5, у того 5, у того 5, и так оно все идет. But that's not what actually happens. Но это на самом деле не то, что происходит. An actual network marketing structure looks more like the picture on the right than the picture on the left. На самом деле структура сетевого маркетинга выглядит больше как картинка правая, чем картинка левая. They come out like a pyramid on top. Она как пирамида наверху, They come down very, very, very deep. а потом она очень-очень-очень глубоко идет вниз, And then eventually they shrink at the bottom. и вот там заканчивается ровно. Now, that's actually why the binary compensation program was invented. Вот, собственно, поэтому программа компенсации была придумана. People realized their team didn't go wide, their team went deep. Люди понимают, что их команда не расширяется в разные стороны, а идет глубоко вниз. The old compensation plan model said you could go infinitely wide, but only 8 levels deep, but that's not what was happening. I don't care about going wide, I want to get paid deep. И люди думают, что тут важно расширяться, но на самом деле важно идти глубоко вниз. So the binary was invented. И поэтому была эта программа внедрена. And binary means 2. Бинарная программа, бинарная означает 2. You have a left leg and a right leg, and you build straight down. То есть у тебя есть правая нога, левая нога, и они двигаются так. But one of the great ironies of all Одна из самых больших ироний is that всего the truth is that network marketing заключается в том, что сетевой маркетинг is the only form of business that we know of – это единственная форма бизнеса, которую мы знаем, that does not form a pyramid. которая не формирует пирамиду. Everything else you can think of forms a pyramid. Все, о чем вы можете, другое, о чем вы можете подумать, формирует пирамиду. For example, Например, I went online and the Syrian military chain of command я иду онлайн и смотрю на сирийскую военную командную структуру. is posted on the internet. Она опубликована в интернете. Now, you may have not noticed, but if you look at that structure carefully, it's a big old pyramid. Вы можете сразу сходу не обратить на это внимание, но если приглядеться, то вы увидите, что это четкая пирамида. And every military chain of command you can think of around the world does the same thing.
И каждая военная структура в мире, она таким же образом устроена. By the way, I went online, I pulled up the Catholic Church hierarchy. Дальше, кстати, я вот открыл иерархию католической церкви онлайн. And if you look at it, it's a big old pyramid. И если вы посмотрите, то это та самая пирамида. You've got the Pope, У вас есть папа, cardinals, потом кардиналы, bishops, архиепископы, епископы, priests, священники, deacons, диаконы, and then, of course, the congregation. и потом вся община, все остальные верующие. This is the structure at every place that you can think of that you work. Это структура любого места, где вы работаете. If I were to ask who makes the most money at the company you work at, Если я спрошу, кто зарабатывает больше всего денег в компании, в которой вы работаете, everybody knows the answer. все знают ответ. Well, that would be the CEO. Это руководитель. He's the guy on top. Он человек наверху. Who makes the second most amount of money? Кто зарабатывает, кто на втором месте там по заработкам? Well, that'd be his right-hand man, his right-hand gal. They're the executive vice presidents. Ну, это будет вице-президент, его правая рука. Who makes the third? А кто на третьем месте? Well, that'd be the people below the executive vice presidents, that middle management group. Ну, дальше там идут уже все эти менеджеры среднего звена. And if I said, who makes the least money at your place, everybody also knows the answer. И если я спрошу, кто меньше всего зарабатывает в вашей компании, все также знают ответ. It's the people at the bottom of the pyramid doing all the work. Это люди в самом низу пирамиды, которые как раз всю работу и делают. Now, can you make more money than the CEO if you work really hard? Можете ли вы зарабатывать больше денег, чем глава корпорации, если вы очень много работаете? And the answer is no, you cannot. Ответ нет, вы не можете. But here, Но здесь, at Travorium, в Травориуме, there are a ton of people above Tatiana. есть масса людей, которые выше Татьяны. Probably 100 people above Tatiana. Может быть, сотня людей выше Татьяны. But they don't make near as much money she makes. Но они даже близко не зарабатывают столько, сколько она. Not even close. Даже близко. Because here, it doesn't matter where you're from. Потому что здесь не важно, откуда вы. It doesn't matter whether you are male or female. Не важно, мужчина вы или женщина. It doesn't matter whether you're Christian or Muslim. Не важно, вы христианин или мусульманин. It doesn't matter whether you went to college or didn't. Не важно, учились ли вы в колледже или нет. You don't have to be part of the good old boys club. Или вы являетесь членом клуба классных ребят. Or know the right people. Или знаете правильных людей. Here it is a meritocracy. Здесь не меритократия. All that matters here is what you do. Все, что здесь имеет значение, это что делаете лично вы. And if you go to work, you can make more money than all the people above you. Если вы ходите на работу, вы заработаете больше, чем все над вами. And that is one of the great ironies of all, that the industry that people call a pyramid thing. И это одна из самых больших ироний в жизни, то, что та структура, которую люди называют пирамидой, is the only structure in the world that does not form a pyramid. Это на самом деле единственная структура в мире, которая как раз-таки не формирует пирамиду. And it gives average people И как обычные люди with above average ambition с амбициями выше среднего, a chance to become whoever they want to become. У них появляется шанс стать теми, кем они хотят. To create financial independence, financial security. Чтобы выстроить финансовую независимость. To be able to do what you want, when you want, with whom you want, anytime you want. Чтобы делать то, что вам хочется, тогда, когда вам хочется, с теми, с кем вам этого хочется. So it looks more like the Washington Monument. Поэтому давайте посмотрим на монумент Вашингтона. And for those of you who may not be familiar with our company, I want to finish on this story. И для тех, кто не очень знаком с нашей компанией, хочу закончить этой историей.
On the screen is Pastor Guy and Pastor Deborah Taylor. На картинке пастор Гай и Дебби Тейлор. They got involved with our company at the age of 61. Они с нашей компанией начали иметь дело, когда им был 61 год. They were semi-retired. Они были наполовину уже на пенсии. But they loved to travel. Они любили путешествовать. So Deborah signed up first. И Дебра подписалась первой. She told 3 other people, they signed up. Она рассказала 3 другим людям, они тоже подписались. So now her membership is free. Теперь у нее бесплатное членство. Which means her points every month are free. Что означает, что ее поинты каждый месяц бесплатные. And she can turn those points in for the kind of vacations we've been talking about here so far today. И она могла превращать свои поинты в отпуска, о которых мы сегодня говорили. So her husband Guy signed up. Ее муж Гай тоже подписался. He went and told 3. Он нашел 3 человек. Now his points are free. Теперь его поинты бесплатные. So they got basically 5-6 vacations coming every year. То есть у них где-то 5-6 отпусков каждый год. Plus the travel portal where you can book stuff for half off all over the place. Плюс они могут еще бесплатно себе резервировать. They were living in resorts and visiting home. Они жили в resортах и просто посещали дом. They were having the time of their life. У них было такое прекрасное время в их жизни. He was travel guy and she was travel girl. Он был парень-путешественник, а она была девушка-путешественник. Now, Deborah built her business to about $3,000 per month in income. Дебра выстроила свой бизнес так, что начала получать доход порядка 3000 в месяц. Guy built his business to about $2,000 per month in income. А Гай начал получать порядка $2000 в месяц. 21 months ago, 21 месяц назад Pastor Guy passed away. пастор Гай умер. So he went to be with the Lord. Он перешел в вечность к Господу. And although Pastor Guy passed away, his check did not go away. И несмотря на то, что пастор Гай ушел в вечность, его чек не ушел в вечность. That $2,000 per month check continues to come in every single month. Эти $2000 с его чека продолжали приходить каждый месяц. This business is willable, inheritable, and sellable. Этот бизнес того стоит, он может быть унаследован и обменен. Это все работает. So that check now goes to his wife, Deborah. Теперь этот чек получает его жена Дебра. She took the check and put it into an account that's being invested for her granddaughters who are 4 and 6. Она взяла этот чек и он стал приходить на аккаунт для развития для ее внучек, которым 4 и 6 лет. Now, Guy was making $24,000 per year US at the time of his death. То есть Гай зарабатывал 24 тысячи американских долларов в месяц на момент смерти. 21 months later, his check has grown to $100,000 per year. 21 месяц спустя его чек вырос до $100,000 в год. So he's increased his income by $75,000 per year since he's been dead. То есть он увеличил свой доход на $75,000, пока был мертв. That's more money than the average European makes. Это больше денег, чем делает средний европеец. That's more money than the average American household makes. Это больше денег, чем зарабатывает средняя американская семья. And that's just the increase since he's been gone. И это то, что умножилось за то время, пока он был мертв уже. He's about to become a one-star ambassador in our company. Он скоро станет однозвездным амбассадором нашей компании. His income's getting ready to go up another $50,000 a year. Его доход
вот-вот вырастет еще на $50 тысяч в год. All that money is going into an account and being invested for his granddaughters. Все эти деньги сейчас вкладываются на счет для будущего его внучек. Again, they are 4 and 6 years of age. Еще раз, им сейчас 4 года и 6 лет. They cannot touch the money until they're in their 20s. Они не могут трогать эти деньги, пока им не исполнится там уже больше 20. Which means they are going to be millionairesses. Что означает, что они будут миллионерами. All because Guy got involved and told a few who told a few. Все только из-за того, что Гай начал этим заниматься и рассказал нескольким людям об этом. That's the power of what we're doing. Вот в чем сила того, чем мы занимаемся. And his story could become your story. И его история может стать вашей историей. Tatiana's story could become your story. История Татьяны может стать вашей историей. Yulia's story could become your story. История Юлии может стать вашей историей. My wife and I, our story could become your story. Моя жена и я, наша история тоже может стать вашей. We are all just everyday normal people that found something extraordinary. Мы все просто обычные люди, которые нашли что-то экстраординарное. But that doesn't mean anything if we don't take action. Но это бы ничего не значило, если бы мы ничего с этим не сделали. And for the ones who do take action, И для тех, кто что-то делает, it's not just your life you're going to be changing. это не просто ваша жизнь не изменится. It's countless other people you're going to bless. Это бесчетное количество людей, которых вы сможете благословить. And that's the magic of our industry. И это волшебство нашей индустрии, нашего бизнеса. The only way to win is to help somebody else win. Единственный путь выиграть – это помочь кому-то другому выиграть. And that's not the way it works in traditional business. И это не так работает в традиционном бизнесе. If I'm Yulia's sales manager or sales supervisor, Если я менеджер по продажам у Юлии, do I want to help Yulia get ahead? хочу ли я помочь Юлии опередить меня? No, I'm afraid she'll take my job. Нет, я боюсь, что она мою работу отберет. I'm always trying to kind of keep Yulia held at bay. Я буду всегда стараться сделать так, чтобы Юлия чуть-чуть от меня отставала. I'm not going to teach her everything I know. Я не научу ее всему, что я знаю. She's way better looking. If she knows what I know, they're going to fire me and use her. Она гораздо лучше, чем я выглядит, поэтому если она будет знать все, что я, так меня туда выгонят, а ее возьмут. So I don't want her to know everything I know. Поэтому я не хочу, чтобы она знала все, что я знаю. But is that the case in our industry? Но это не то, что происходит в нашей индустрии. No, I want to teach all of you everything I know. Нет, я хочу обучить всех вас всему, что я знаю. Nothing would make me happier than if every one of you earned more money than me. Никто из вас не будет более счастливым, чем я. Никто из вас не заработает больше, чем я. If every one of you earned more money than Tatiana. И вы все можете заработать больше, чем я, и больше, чем Татьяна. Why? Because that helps us too. Почему? Потому что нам это тоже поможет. It's a more fundamentally correct way of doing business. И это фундаментально правильный способ заниматься бизнесом. And you'll get started for the money. People join the business for the money. Люди присоединяются к бизнесу ради денег. But in the end, it's all about the people. Но в конце концов выясняется, что все это о людях.